Привет! У вас есть отличная бизнес-идея, прописан план, но в кармане ноль. Не переживайте, с этим сталкивается 90% начинающих предпринимателей. Но даже в 2026 году отсутствие стартового капитала – это не повод бросать мечту, а решаемая задача. Многие до сих пор думают, что деньги на бизнес можно либо наворовать, либо насобирать в долг. В действительности вариантов гораздо больше. Сегодня я разберу 4 рабочих способа найти финансирование. От безвозвратных государственных грантов и соцконтрактов до поиска частных инвесторов. Досмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, где сегодня реально найти живого инвестора в свой проект. Поехали! Первый и самый честный способ запустить бизнес – это бутстрепинг. Если переводить дословно, это попытка вытянуть самого себя за шнурки ботинок. Это когда вы развиваетесь исключительно на собственные накопления, без кредитов и внешних инвестиций. В чем магия этого подхода в 2026 году? Вы полный хозяин положения. Вам не нужно отчитываться перед банком или инвестором за каждый потраченный рубль. Вы учитесь быть максимально эффективным. Ведь когда бюджет ограничен, вы не нанимаете дорогое агентство, а сами разбираетесь в маркетинге. Сами настраиваете воронки и сами общаетесь с клиентами. Да, это медленно, но это самая лучшая школа предпринимательства. И если вы смогли заработать первую сотню тысяч из собственных 10 тысяч рублей, значит у вас есть та самая бизнес-мышца. Если же вы просите миллион, не заработав ни копейки, то скорее всего вы просто хотите переложить свой риск на чужие плечи. Если своих денег совсем нет, на сцену выходит классическая формула 3F. Friends, Family and Fools. В переводе это друзья, семья и дураки. Дураки здесь в хорошем смысле. То есть те, кто верит в вас просто на энтузиазме. Это все считается самыми доступными деньгами. У мамы или лучшего друга не нужно проходить проверку кредитной истории. Они дают вам капитал, потому что знают вас лично. Но здесь кроется главная ловушка. Эти деньги самые дорогие с точки зрения эмоций. Запомните, брать деньги у семьи можно только в том случае, если вы готовы их потерять, и это не разрушит вашу жизнь. А если же это последние пенсионные накопления родителей, не берите их. Бизнес — это риск, и потерять чужие деньги неприятно, а потерять деньги близкого человека и испортить отношения на 20 лет вперед — это катастрофа, которую не окупит ни один стартап. Как же правильно с этим работать? Даже если вы берете деньги, например, у родного брата, зафиксируйте все на бумаге, напишите простую расписку. Проговорите с ним два сценария. Первый, что будет, если я прогорю. Вы должны четко сказать: я сделаю все, чтобы вернуть, но гарантий нет. И второй вариант, что будет, если я стану миллионером. Часто друзья дают 100 тысяч рублей и думают, что теперь они владеют половиной вашей будущей империи. Чтобы не было обидно через год, сразу определитесь: этот заем под честное слово или же вы даете долю в бизнесе. В 2026 году бизнес стал жестче, и даже в кругу семьи нужно сохранять профессионализм. Если вы относитесь к деньгам друзей так же серьезно, как к деньгам банка, вы сохраните и бизнес, и дружбу. Бутстрепинг и 3F – это ваш тест на адекватность. Пройдете его и сможете двигаться дальше к грантам и большим фондам. Идем дальше. Второй способ – взять денег у государства. Здесь тоже есть разные варианты. Самый первый и, пожалуй, самый доступный в 2026 году – это социальный контракт. Простыми словами, государство дает вам до 350 тысяч рублей на открытие своего дела. И эти деньги не нужно возвращать. Но, конечно же, есть и нюансы. Вы должны доказать, что на данный момент ваш доход ниже прожиточного минимума, и эти деньги помогут вам выйти на самоокупаемость. На что их можно потратить? На оборудование, расходные материалы, аренду или лицензии. Например, вы решили открыть небольшую студию дизайна или мастерскую по ремонту техники. Вы покупаете компьютеры или станки, приносите чеки в соцзащиту, и все, обязательства выполнены. Главное работать официально как самозанятый или ИП, минимум 1 год. Многие боятся бюрократии, но поверьте, сейчас процесс максимально упрощен. Главное — это грамотный бизнес-план, о котором мы, кстати, говорили в прошлом ролике. Второй инструмент — это гранты.
Если вы моложе 25, вы можете претендовать на грант для молодых предпринимателей. Суммы здесь похожи – от 100 до 500 тысяч рублей. В некоторых регионах, например, арктической зоне, суммы могут доходить до миллиона. Здесь условия чуть строже. Вам нужно будет пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес» и вложить как минимум 25% собственных средств от стоимости проекта. То есть государство говорит: покажи, что ты тоже готов рискнуть своими деньгами, и мы тебе поможем. Есть еще гранты от Фонда содействия инновациям, например, программа «Студенческий стартап». Там можно получить 1 000 000 рублей на реализацию технологичной идеи. Если ваш бизнес связан с IT, нейросетями или производством, это ваш прямой путь к капиталу без долгов. Но давайте добавим немного реализма. Государство — это не ваша бабушка, которая дала денег на мороженое. Это партнер, который очень любит отчетность. И если вы взяли 350 тысяч и потратили их на новый iPhone, который никак не связан с производством, то деньги заставят вернуть. Каждая копейка должна быть подтверждена чеками, договорами и выписками. Вторая деталь — это налоги. Как только вы получаете деньги, вы обязаны показывать доход и платить с него налоги. Для самозанятых это 4 или 6%. Это честная сделка. Вам дают капитал на старт, вы создаете рабочее место для самого себя и вносите вклад в экономику. Мой совет: если ваша ниша позволяет работать официально с первого дня, идите и подавайтесь. Это лучшие деньги для старта, потому что они не давят на вас ежемесячными платежами, пока вы еще не вышли в плюс. Переходим к третьему, самому классическому, но самому рискованному способу – банковскому капиталу. Давайте сразу снимем розовые очки. В 2026 году банк — это не меценат. И если вы приедете в крупный банк с презентацией гениальной идеи, вам, скорее всего, вежливо откажут. Банку не интересны ваши будущие миллионы, ему интересны ваши твердые залоги и текущая выручка. Для стартапа есть два пути. Первый — это потребительский кредит на физлицо. Да, ставки там выше, но получить его проще и быстрее. Второй же — это социальный бизнес-кредит, но для него вам чаще всего нужно проработать официально хотя бы 6 месяцев и показать стабильный оборот. Главное правило здесь: никогда не берите кредит, чтобы проверить идею. Кредит он берется только тогда, когда модель уже работает, и вам нужно просто закинуть дрова в печь, чтобы масштаб увеличился. Если же вы еще не заработали ни рубля, то забудьте про банковское отделение. А теперь про инструмент, который многие недооценивают – лизинг. Если ваш бизнес связан с оборудованием, станками или автомобилями, это ваш лучший друг. В чем же его фишка? Вы не берете деньги в долг, вы берете само имущество. Лизинговая компания покупает оборудование за вас, а вы просто платите ежемесячную аренду с правом выкупа. Почему это круто в 2026 году? Во-первых, требования к заемщикам в лизинге гораздо мягче, чем в кредите, потому что все оборудование остается в собственности компании, пока вы за него не выплатите все до копейки. Во-вторых, если вы работаете на общей системе налогообложения, вы получаете огромный бонус в виде возврата НДС и экономии на налоги на прибыль. По сути, государство субсидирует ваше развитие. Это идеальный способ обновить железо в кофейне, типографии или автопарке, не вынимая миллионы из оборота. Прежде чем подписать кредитный договор, включите калькулятор. Здесь работают две цифры. Первое — это ваша рентабельность. Если вы берете кредит по 20% годовых, а ваш бизнес генерирует всего 15%, вы работаете на банк и медленно банкротитесь. Ваша доходность должна быть минимум в 1,5-2 раза выше, чем стоимость денег. И вторая цифра — это срок окупаемости. Сможете ли вы из чистой прибыли гасить тело кредита и проценты так, чтобы у вас оставались деньги на жизнь и развитие? Если платеж съедает 90% прибыли, это кассовый разрыв, который случится в первый же неудачный месяц. Мой совет: используйте заемные деньги только как рычаг. Если у вас есть работающая точка, которая приносит стабильный плюс, берите кредит на вторую. Если же вы хотите на кредитные деньги купить красивую вывеску и надеяться на чудо, лучше закройте это видео и не делайте ошибок. И четвертый, финальный способ – доски объявлений и агрегаторы. Если вы думали, что инвесторы — это только люди в дорогих костюмах, Москва-Сити, то спешу вас расстроить. В России огромный рынок частного капитала живет на досках объявлений и специализированных порталах. Первый, самый очевидный — это Авито, раздел «Готовый бизнес» или «Поиск инвестора». Там сидят тысячи людей, у которых есть свободные 500 000 или 1 000 000 рублей, и они ищут, куда бы их пристроить. Второй уровень — это профессиональные площадки.
такие как Bboss. Там аудитория уже более целевая. Это люди, которые осознанно ищут франшизы или доли в работающих проектах. Они понимают риски и знают, на какие метрики смотреть. Работая с такими ресурсами, нужно понимать специфику. Это все-таки холодный рынок. Ваше объявление — это витрина, и если вы напишете «ищу 500 тысяч на открытие супер идеи», вам никто не перезвонит. Инвестору на Авито или Bboss нужно видеть конкретику: город, ниша, сумма вложений, прогнозируемая прибыль в месяц и что вы даете взамен. Будьте готовы к тому, что 90% звонков будут пустыми, кто-то будет просто любопытствовать, кто-то пытаться учить вас жизни. Ваша задача среди этого шума найти того самого адекватного партнера, с которым вы сойдетесь по ценностям. Итак, мы разобрали основные пути, но справедливости ради стоит упомянуть и те способы, которые в мире шумят, а у нас работают слабо. Тот же краудфандинг в России — это штука сложная. Он хорошо заходит для выпуска книг или игр, но собрать деньги на открытие пекарни через общие сборы у нас почти невозможно. Люди пока не привыкли инвестировать в складчину. Все еще слышали про бизнес ангелов. В американских фильмах это добрые дяди, которые дают миллионы по честное слово и горящие глаза. У нас этого практически нет. Российский инвестор — это жесткий прагматик. Он не ангел, он партнер, который заработает свою долю и спросит за каждый рубль прибыли. Сюда можно отнести и венчурные фонды. Если у вас не IT-проект со штатом программистов и потенциалом на весь мир, они на вас даже не посмотрят. Не тратьте время на рассылку презентаций фондам, если открываете автосервис. Что же делать в итоге? Мой совет на 26 год. Используйте гибридную модель. Если начинаете с нуля, забирайте 350 тысяч от государства по соцконтракту. Если есть работающая точка, идите на Bboss или Авито и ищите там частного инвестора, которому понятны ваши цифры. И не забывайте про лизинг. Это самый быстрый способ получить дорогое оборудование, не вынимая кэш из оборота. Деньги в стране есть, их много. Но их дают на идеи и на людей, которые умеют считать. Нужно стать человеком, который знает свое дело и внушает доверие. Этого можно добиться, если прокачать свой медийный капитал. Как это сделать, смотрите в этом ролике. Напишите в комментариях, в какой из этих способов вы верите больше всего. А может, у вас уже был опыт привлечения денег. Поделитесь, обсудим. Ставьте лайк и подписывайтесь. Увидимся в следующем видео.